Привет, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. И, пожалуй, начнем с Турции. Город Фоча в провинции Измир на западе Турции столкнулся с масштабным наводнением, вызванным аномальным ливнем. За 1,5 часа в регионе выпало 144 миллиметра осадков. Потоки воды, стекающие с гор, смешались с вышедшими из берегов реками и затопили город. В результате были подтоплены сотни домов и магазинов. Улицы превратились в бурные реки, что привело к остановке движения транспорта. Наводнение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре. В Новой Фоче, одном из наиболее пострадавших районов, возникли перебои с подачей электроэнергии. В результате удара стихии один человек пропал без вести. Его унесло бурным потоком воды, когда он разговаривал по телефону. Синоптики объясняют ливень мощным циклоном, который принес в регион обильные осадки. В некоторых районах Измира выпало еще больше осадков. Власти провинции и местные службы оказывают помощь пострадавшим и участвуют в ликвидации последствий наводнения. На Францию обрушился осенний шторм «Бенджамин», который принес сильные ветра с порывами до 161 км в час. Французские метеорологические службы объявили оранжевый уровень погодной опасности, второй по величине для 19 департаментов. Наибольший удар стихии пришелся на северные и западные регионы страны, где на побережье Атлантики и Ла-Манша были зафиксированы максимальные порывы ветра. Значительные перебои в железнодорожном сообщении затронули 8 регионов, включая Нормандию, Британь, Новую Аквитанию и Прованс-Альпы, Лазурный берег. Энергетическая компания Enedis сообщила о массовых отключениях электроэнергии в 140 тысячах домохозяйств. Оперативные бригады были направлены для восстановления подачи электричества. Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ранения от летящих обломков и поваленных деревьев. В районе Эро один мужчина получил удар током. К счастью, его жизни ничто не угрожает. Бенджамин оказал влияние не только на Францию, но и на другие европейские страны. В Нидерландах и Великобритании также были зафиксированы сильные ветры, которые вызвали перебои в работе транспорта. На севере Якутии суровая арктическая зима вступила в права. Первая в этом сезоне затяжная метель продолжалась больше недели. В поселке Чекурдах намело метровые сугробы, а на метеостанции высота снежного покрова достигла рекордных для октября 58 сантиметров. На реке Лена из-за раннего ледостава 2 грузовых судна оказались в ледяной ловушке. Экипажи Залива и Быкова мыса не смогли продолжить путь, лед сковал поверхность реки. Инцидент произошел в Булунском районе, недалеко от Тикси. Экипажи подали сигнал бедствия, и им на помощь вылетел вертолет Ми-8. Спасатели доставили всех 10 моряков в Тикси, никто не пострадал. Вчера на южный остров Новой Зеландии обрушился мощный весенний шторм, принесший разрушительные порывы ветра, которые местами достигали 140-150 км в час. Непогода привела к массовым разрушениям, транспортному коллапсу и перебоям с электричеством. В регионе Кентербери было объявлено чрезвычайное положение. В городе Калверден ураганный ветер переворачивал грузовые автомобили на дорогах и снес ряды взрослых деревьев, которые рухнули прямо на дороге. Один из местных жителей описал разрушение, сказав, что никогда не видел ничего подобного. Десятки тысяч домов остались без электричества. В некоторых районах подача энергии может быть восстановлена только через несколько дней. В Саутленде местный совет был вынужден использовать генераторы для водоочистных сооружений. В Кентербери местные власти рекомендовали добровольную эвакуацию для жителей прибрежных районов из-за угрозы наводнений.
Как только ветер утих, команды рабочих приступили к уборке поваленных деревьев и восстановлению инфраструктуры. К утру 24 октября часть дорог уже была открыта для проезда. На озере Эри было зафиксировано редкое явление. Одновременно образовалось 6 водяных смерчей. Это произошло у побережья Лонг-Пойнт в канадской провинции Онтарио. Эксперты объясняют этот феномен потоком холодного воздуха, который движется над относительно теплыми водами Великих озер. Большая разница температур вызывает нестабильность в атмосфере, приводящую к образованию смерчей. Водяные смерчи, как правило, менее разрушительны, чем торнадо, но могут представлять опасность для судов, а также для прибрежной инфраструктуры. В связи с явлением Национальное управление океанических и атмосферных исследований и Министерство окружающей среды и изменения климата Канады призвали к осторожности всех, кто находится на воде. Образование смерчей стало частью более крупной нестабильной погоды в регионе, которая, по прогнозам, продлится на Великих озерах до 24 октября. Город Миссалонги и его окрестности в Западной Греции пострадали от сильного наводнения, вызванного проливными дождями. В Миссалонге выпало аномальное количество осадков за короткий промежуток времени. Это превысило возможности городской ливневой системы. Улицы города превратились в реки, затоплены нижние этажи зданий. Ущерб нанесен домам, магазинам и предприятиям. Из-за погодных условий произошли перебои с подачей электроэнергии, что усугубило и без того сложную ситуацию. Высокий уровень воды на основных дорогах привел к остановке движения транспорта. На место происшествия были направлены спасательные службы и муниципальные рабочие. Ведется эвакуация людей, оказание помощи пострадавшим и ликвидация последствий наводнения. В округе Чианджур в провинции Западная Ява вчера пронесся сильный шквалистый ветер, который нанес ущерб нескольким населенным пунктам. Согласно сообщениям, ветер был настолько сильным, что срывал крыши с домов и валил деревья. Поваленные деревья перекрыли несколько дорог, к счастью, о жертвах не сообщается. Вчера у берегов города Камольи, расположенного в итальянском регионе Лигурия, был зафиксирован крупный водяной смерч, который вышел на сушу и сразу рассеялся, столкнувшись со скалами. Инцидент произошел во время сильного шторма, обрушившегося на побережье. Данное видео демонстрирует, как важно соблюдать технику безопасности и всегда находиться на безопасном расстоянии во время проведения демонтажа зданий или других потенциально опасных действиях. Во время контролируемого сноса поврежденного землетрясением здания в центре Кахраман-Мараша в Турции строитель получил множественные ушибы и переломы от разлетающихся обломков. Сейчас он находится в больнице, и его жизни ничего не угрожает. Но это очередной повод задуматься о том, что все правила всегда написаны кровью, и даже при контролируемом сносе существуют серьезные риски, требующие находиться на безопасном расстоянии. В Малайзии город Тайпинг в штате Перак пострадал от масштабного наводнения, вызванного непрекращающимися сильными дождями. Беспрерывно идущие с 22 октября ливни вчера усилились, достигнув 150-200 мм за сутки, и вызвали выход рек из берегов. В некоторых районах уровень воды поднялся на 2 метра. Власти начали эвакуацию людей из 35 деревень в округах Ларут, Матанг и Силама, а также из 9 районов округа Манджунг. В спасении жителей участвуют силы полиции, пожарно-спасательные службы, гражданской обороны и отдела социального обеспечения. По состоянию на утро 24 октября в 22 временных центрах по оказанию помощи было размещено 2171 человек. Это указывает на то, что это одно из самых серьезных наводнений в регионе за последние десятилетия. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться из-за продолжающихся дождей. В течение следующих 48 часов ожидаются новые грозы и дожди. В Баликпулау в Малайзии в районе смотровой площадки Анджунг-Индах сошел оползень, в результате чего было перекрыто движение по шоссе Джалан-Тунцардан в районе Букит-Барум.
Инцидент произошел около 17:00 по местному времени после продолжительных сильных дождей. Обошлось без жертв и пострадавших. Департамент общественных работ принял решение полностью перекрыть дорогу для движения транспорта до субботы для расчистки и обследования склонов на повторное обрушение. В Усть-Алданском улусе Якутии в районе села Тулуэх была замечена стая волков из 11 особей. По сообщению местного жителя, который обнаружил следы на снегу в окрестностях села, хищники приблизились к населенному пункту, что вызвало обеспокоенность среди населения. Информация о появлении волков была оперативно передана в местные охотничьи сообщества и службы. Жителям села рекомендовано соблюдать осторожность, особенно в темное время суток, и следить за домашними животными. Нападение волков на домашних животных, в частности на лошадей и оленей, является серьезной проблемой для Якутии. Так, ранее в этом месяце в другом улусе Якутии волки увели более 900 оленей. В Приморском крае гревшегося у мотора кота нечаянно увезли в соседнюю деревню за 7 километров. Водитель о случайном пассажире, естественно, не догадывался, просто завел авто и поехал по своим делам. Но в какой-то момент машина начала издавать странные звуки. Это кот выдал себя жалобным мяуканьем. 21 октября наблюдатели за небом в Швеции могли наслаждаться редким сочетанием небесных явлений – кометой 2025А6 Лемон и полярным сиянием. В этот день комета Лемон находилась в ближайшей точке к Земле, примерно в 90 миллионах километров, а мощная солнечная активность способствовала появлению яркого свечения в небе. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.